Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это матрица судьбы знака зодиака Лев, то есть тех людей, которые родились под восходящим знаком, либо под асцендентом Лев. И прежде чем вы начнете смотреть это видео дальше, я бы хотела предупредить вас о том, что я ведический астролог, и все положения планет и асценденты, восходящие знаки я тоже рассматриваю именно по ведической астрологии. То есть если вы привыкли себя считать львом по дате рождения, либо у вас асцендент во льве по западной астрологии, вполне вероятно, что в ведической астрологии ситуация будет совсем другой. Поэтому я рекомендую вам, если вы не знаете свой асцендент ведической астрологии, построить свой гороскоп в ведическом стиле, узнать свой восходящий знак и смотреть видео, соответствующее вашему восходящему знаку. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также напоминаю о том, что на этом канале уже вышли видео для асцендента в Овне, в Тельце, в Близнецах, в Раке, поэтому если вы пропустили, то тоже прикреплю ссылку на плейлист с этими видео, и она будет тоже в описании под этим видео. В принципе, для этой серии видео у меня уже есть определенный установившийся порядок. Рассмотрение матрицы судьбы мы начинаем с первого дома гороскопа. У львов первый дом гороскопа находится в знаке зодиака Лев. И первый дом гороскопа — это тот дом гороскопа, который отвечает за внешность, характер, темперамент и здоровье. И Лев, даже это в некоторых книгах по ведической астрологии упоминается, считается тем знаком, который благословлен Богом, Отцом и правительством. И почему так? Лев — это знак зодиака, которым управляет Солнце. Солнце — это планета, являющаяся показателем Отца, руководителя и вышестоящих органов власти в гороскопе. И эта планета управляет первым домом, то есть домом, который отвечает за общее благополучие и потенциал львов. Но этому утверждению в матрице судьбы львов есть еще дополнительные подтверждения. Я об этом чуть-чуть попозже расскажу. Но в целом считается, что знак лев — это тот знак, который, в общем-то, должен оставить после себя след, как минимум хотя бы именно этот знак, потому что понятное дело, что у всех цель в этом мире — это оставить после себя какой-то след, но сам по себе знак зодиака Лев — это прототип пятого дома гороскопа, дома Пурва-Пунья, дома хорошей кармы и дома плодов, которые мы получаем, которые мы в этой жизни оставляем после себя. У львов первым домом гороскопа управляет Солнце, и так как Солнце огненная планета, оно может отмечаться и рыжим оттенком кожи, и рыжим оттенком волос, красноватым подтоном кожи или же красноватым подтоном волос. Для Солнца очень характерно, когда у человека высокий лоб, могут быть залысины, вообще склонность к раннему облысению, непослушные волосы. Даже я вот смотрю на львов, на фотографии львов, когда и готовилась к этому видео, например, в молодости, например, пышная шевелюра, а потом раз, и почему-то у человека уже совсем мало волос. То есть есть такое, у львов может быть такая вот прям грива, непослушные волосы, которые в разные стороны, которые трудно уложить. А потом может быть и склонность к тому, чтобы облысеть. У львов во внешности есть схожесть в чем-то с тельцами, склонность к глубоким заломам кожи и в первую очередь в области переносицы. Но этому тоже есть объяснение из-за того, что вторым домом гороскопа управляет Меркурий, как и у тельцов. И из-за этого, я тоже дальше буду говорить, у львов может быть очень подвижная мимика. Часто глубоко посаженные глаза, могут быть такие плачущие глаза, когда уголки опущены вниз, ну и красный медный подтон кожи. Что касается вот такой особенности глубоко посаженных, либо глаз, которые кажутся плачущими, у них, кстати, еще могут быть такие сильные надбровные валики, надбровные дуги выделенные, но вообще львы чаще всего очень эпатажны, и они поэтому могут очень сильно использовать свою мимику в том, как они общаются, и это, естественно, оставляет свою
свой какой-то отпечаток на лице. В знаке зодиака Лев находится 3 накшатры. Первая накшатра — это Макха под управлением Кету. Среди Макхи очень много политиков, очень много людей, которые стремятся во власть. Символ Макхи — трон, и поэтому эти люди, они чувствуют какое-то подсознательно, многие, я не говорю, что все, да, но многие люди чувствуют подсознательное желание получить какую-то власть. Ну, очень яркий представитель льва Макхи — это Дональд Трамп, у которого прическу вы все знаете, да, у него такие еще непослушные брови к тому же, но у Дональда Трампа с Тельцом тоже много схожего, еще и потому что Солнце в Тельце, и при этом у него еще и Марс в первом доме гороскопа. Его очень часто даже журналисты говорят о том, что он склонен к тому, чтобы лицо у него краснело. А Джастин Тимберлейк тоже лев, и есть какое-то суровое выражение, что-то суровое, особенно с возрастом, стало проявляться в выражении лица Джастина Тимберлейка. Ну, у львов, кстати, у классических львов не такие ярко выделенные пухлые губы. У Трампа просто влияние Венеры. Ну вот у Тимберлейка прямая линия губ, у Фабьена Бартеса тоже такая прямая линия губ, они даже, кстати, я бы сказала, небольшие достаточно. У Джастина Тимберлейка очень видно такая наметившаяся складка на переносице. У Бартеза вот такие вот складки на переносице. Ну, Берти Лоредана Солнце в Деве, но в целом тоже есть что-то, то есть львов тоже достаточно трудно так прям типизировать, но Макхи, они в общем такие немножко кажутся тяжеловесные, хотя Бартес не кажется таким, но Джастин Тимберлейк даже вот с возрастом он какой-то становится как будто бы такой суровый. Хотя, ну, здесь еще отпечаток накладывает, конечно, то, что Солнце в Козероге. Следующая подборка тоже асцендент в Макхе, влияние Кету на внешность. Ну, Кету, в принципе, может давать что-то странное, да, и вот, допустим, Трамп для меня с возрастом, у него все страннее и страннее внешность. У него как будто бы появляются белая кайма вокруг глаз, вокруг губ, у него как будто бы глаза становятся все меньше, у меня такое ощущение. То есть у львов не очень большие глаза, и тоже, кстати, есть какая-то определенная странность. Посмотрите на Браудера Бена, у него Солнце в Скорпионе, но глаза у него очень маленький зрачок. И у Кони Бриттон Солнце в Водолее, но тоже такое ощущение, что у нее какой-то маленький такой зрачок, то есть глаза очень получаются как будто бы такого насыщенного цвета. Эммануэль Каррер, Солнце в Скорпионе. Ну, Скорпион тут немножко виден, но он в целом, конечно, больше похож даже, я не знаю, на смесь Ирака какого-то. Ну, это, естественно, гороскоп — это сборник влияния разных планет. В первую очередь, если мы говорим про внешность, то внешность зависит от большого количества факторов. И это где находится управитель первого дома, какие планеты влияют на первый дом гороскопа и какой знак восходит в Навамше. Поэтому в целом, конечно, мы не можем одинаково, чтобы все люди, то есть все люди не могут выглядеть одинаково, могут быть какие-то неуловимые черты, но, допустим, здесь, мне кажется, Кони Бриттер и Браудер Бен похожи. Эммануэль Картер и Беатрис Даль тоже, наверное, чем-то похожи. Но Беатрис Даль, у нее вообще очень специфичная такая внешность, такая необычная. Ну, можно сказать, что надбровные дуги все равно достаточно такие, ну, выпуклые. У Беатрис Даль, в принципе, таких типичных каких-то вещей, ну, лоб высокий, да, лоб, ну, у Кони Бриттон, конечно, лоб невысокий, но у Браудера Бена явно более такой высокий лоб и залысины, то есть люди могут прикрывать здесь. У Беатрис Даль они явно видны, но люди могут это прикрывать, мы на фотографиях этого можем не видеть, но вот есть особенность именно от Солнца, то, что вот здесь такие уходят как бы
углубления, и поэтому люди могут склонны носить там челку, как-то зачесы какие-то делать и так далее. Пурва Пхалгуни – это вторая накшатра в знаке зодиака Лев под управлением Венеры. И Венера, естественно, каким-либо образом может смягчать внешность, наделять более чувственными губами, либо более мягкими чертами, кудрявыми волосами в том числе. Ну, Сальма Хайек, в принципе, с Солнцем в первом доме гороскопа – это вот яркий лев. Яркий лев, у которого практически нет других влияний. Но у нее, правда, есть там, по-моему, еще Юпитер в первом доме, Сатурн в первом доме. Но, в общем, Сальма Хайек, у нее очень видна красота. Вот эта вот мягкость Венеры, она все-таки присутствует. Дитрих Бадер, Солнце в Стрельце, но мне кажется, Пурва Пхалгуни, вот эти мужчины, они все между собой чем-то похожи, особенно Дитрих Бадер и Оливер Бирхоф. То есть цель таких видео какая? Я не могу выделить все признаки, потому что я, во-первых, не так хорошо разбираюсь в физиогномике, но на таких примерах мы можем выделять какие-то яркие черты и видеть сходство в каких-то людях и предполагать в дальнейшем, допустим, если вы видите фотографию человека, предполагать, какие черты, на какой знак зодиака он больше похож. У Дидриха Бадера явно виден высокий очень лоб и склонность к залысинам. Оливер Бирхоф, мне кажется, они похожи. Ну, у Дидриха Бадера явно такие пухлые губки по Венере. Икар Касилий с двойным влиянием Венеры на внешность, потому что у него и Солнце в Тельце, и асцендент Пурва Пхалгуни в венерианской накшатре, поэтому Икар Касилий очень симпатичный такой футболист. Асцендент в Пурва Пхалгуни еще одна подборка. Ну, вот, кстати, у львов есть немножко такая склонность, не у всех, но вот как-то у многих львов есть немножко такая склонность к тяжеловесности. То есть я не говорю о том, что они полные, что они страдают лишним весом, избытком веса, но они все равно кажутся, то есть не кажутся хрупкими, я бы сказала так, они не кажутся хрупкими в большинстве своем. Хотя вот Николь Курсель и Кристина Инфанта Испании наоборот, но они тоже, смотрите, у них двойное влияние Венеры. У Николь Курсель Солнце в весах, а у Кристины Солнце в Тельце, и плюс у них венерианская накшатра. Жером де Амброзио Солнце в Стрельце, тоже видна Венера, такие голубые глазки, и такой он, в принципе, не знаю, вот Венера, она как-то может давать такую какую-то очень привлекательную внешность, на мой взгляд, и более утонченные черты лица. Асцендент в Уттара-Пхалгуни. Вот Уттара-Пхалгуни, кстати, достаточно легко выделить. Посмотрите, у всех такая выделена, как бы вытянутая борода, вытянутая просто. То есть, если взять Уттара-Пхалгуни, у них более яркие черты внешности с точки зрения бороды. Ну, с точки зрения плачущих глазок, кстати говоря, я там не показывала, но вы можете вернуться посмотреть. Есть такое, когда немножко уголки глаз вниз опущены. У Валерии Бруни Тедески вообще такое ощущение, что она не смеется, а плачет. Когда она смеется, такое ощущение, что она плачет. Но у Тарабхалгуни, если мы посмотрим, у них более такие острые носы, и как будто бы вот лицо оттянуто вниз. Носик острый, и лицо как будто бы оттянуто вниз. Здесь тоже вот эти Уттара-Пхалгуни, они очень схожи с предыдущим слайдом, тоже такой немножко вытянутый подбородок, вытянутый нос, но вот есть у нас здесь один человек, представитель Уттара-Пхалгуни, Рахелио Гера, он знаменитый актер мексиканский, по-моему, который играл главную роль, наверное, в «Рабыне Изауре» в фильме. Это он в молодости, но такие вот крылья носа, мне кажется, у них еще явно такие выделяющиеся. Если мы посмотрим, да, у всех такие крылья носа интересные. Уттара-Пхалгуни. То есть Уттара-Пхалгуни, она из-за льва больше как-то выделяется. Но более творческие, что Уттара-Пхалгуни, что Пурва-Пхалгуни. Даже Пурва-Пхалгуни, она более творческая такая, естественно, накшатра, потому что там управитель Венера. Уттара-Пхалгуни, в принципе, они тоже более склонны к творчеству, а вот Макха, она более властная. Но помимо этого Уттара-Пхалгуни, они еще склонны и к предпринимательству, и к власти тоже, потому что здесь управитель Солнца, управитель Накшатры, и Стив Джобс, например, он в целом предприниматель, конечно, в первую очередь, а не творческий человек.
И Гевин Ньюсом, вот у нас политик с Солнцем в Козероге. Ну, Солнце в Козероге, оно понятно. Здоровье львов. В целом я не нашла такой как бы ужасающей статистики, что львы склонны к каким-то таким часто повторяющимся заболеваниям, но у них есть склонность к болезням по Сатурну. Кости, артриты, ревматизмы, подагра, зубы могут ехать. Все, что связано с костной структурой. Глаза и лицо, печень, поджелудочная железа, сердце, слабые места и психика тоже на самом деле у львов достаточно слабое место. Характер и темперамент. Конечно, львы это большие дети. И львов на самом деле тоже очень важно правильно воспитать, допустим, если ребенок лев, потому что даже мое исследование, когда я подбираю гороскопы для того, чтобы сделать такое видео, я могу выделять какие-то отличительные важные черты, и среди львов я нашла две таких очень важных крайностей. Львы склонны к эпатажному, яркому, к такому вызывающему поведению, может быть, даже где-то вычурному. Это одна категория львов. Вторая категория львов, они очень тихие, они такое ощущение, что очень скромные, но это ощущение, на самом деле, мне кажется, то есть они могут быть такими не привлекающими к себе внимания. Ну, тот же самый Стив Джобс, который любил носить одну и ту же одежду, да, то есть есть какая-то, но и это в принципе тоже объяснимо, почему львы могут быть привязаны к какому-то стилю одежды. И вот получается, что львы могут вырастать либо в больших детей, либо львы, как сказала одна моя очень хорошая знакомая, что главное, чтобы львенок не превратился в котенка, в пугливого. То есть либо это вырастает лев, либо это вырастает запуганный котенок. Но тут тоже очень важно, как происходит развитие этого человека и так далее. Очень часто львы не удовлетворены тем, что имеют, и стремятся к тому, чтобы что-то поменять, что-то сделать и так далее. И, как ни странно, львы склонны к махинациям. И, в принципе, из-за того, что это знак зодиака лев, который благословлен Богом, который благословлен отцом и правительством, они могут чувствовать подсознательно свою безнаказанность. То есть то, что они могут что-то делать, что не потянет за собой каких-то последствий. Второй дом гороскопа у львов в знаке зодиака Дева. Второй дом у нас отвечает за лицо, зубы, речь, питание, родительскую семью, деньги и ресурсы. И у львов вторым домом гороскопа управляет Меркурий. И второй дом гороскопа — это дом, который отвечает в том числе за те знания, которые в нас вкладывают в родительской семье в детстве. Влияние Меркурия на второй дом гороскопа. Вот опять это вот подвижная мимика лица, может быть, брови домиком. То есть человек может очень активно, когда он говорит, он очень активно может использовать свое лицо в речи, хмуриться, гневаться. Вспомните Дональда Трампа, как он выступает, он постоянно что-то там своим лицом, какие-то знаки подает, показывает, подмигивает и так далее. Меркурий — это планета знаний, информации, поэтому львы могут очень сильно считать, изучать деньги, могут разбираться в вопросах, связанных со вторым домом гороскопа, то есть в вопросах семьи, в вопросах питания. Если это, допустим, врач, то это может быть врач-логопед, лор, окулист, может быть какой-нибудь тренер по речи. То есть эти люди разбираются и очень хорошо считают деньги. Львы могут рождаться в семьях, в которых есть родители, в которых заняты в таких сферах, как спорт, военное дело, полиция. Это могут быть кредиторы, бухгалтера, судьи, крестьяне, то есть это может быть простая семья, то есть в простой семье рождается какой-то самородок, на него может делаться ставка, да, недаром он благословлен отцом и правительством, на него может делаться ставка. Писатели, консультанты, но и преступники, то есть ребенок лев в детстве может как очень много там изучать что-нибудь про спорт, про какие-нибудь долговые обязательства, про то, как вести свой учет, бухгалтерию и так далее, и так далее. Но ребенок может в семье и учиться обманывать, поэтому львы в целом
Не обижайтесь, пожалуйста, но львы в целом могут быть склонны к тому, чтобы обманывать. А в детстве, вот в детстве, да, они могут с детства быть приучены к спорту, к службе, к труду, к конкуренции. То есть изначально ты должен трудиться, ты должен пробивать свой путь, ты должен зарабатывать, ты должен сражаться. Но и склонность к болезненности, потому что второй дом гороскопа показывает с детства, и знак зодиака Дева – это знак болезней. Поэтому ребенок лев может в детстве очень много болеть, но и очень много знаний тоже получать в этот период. Отсюда, из-за того, что знак зодиака Дева во втором доме гороскопа, могут быть болезни глаз и лица. То есть это может быть нос, зубы, глаза, там уши и так далее, и так далее. Спорщики, естественно, потому что они могут очень виртуозно владеть. Я не говорю о том, что они виртуозно поют или еще что-нибудь. Я имею в виду, что они очень хорошо знают слово. И у них чаще всего либо склонность к спорам, либо к очень аргументированной речи. Третий дом гороскопа в знаке зодиака Весы. Он отвечает за младших братьев и сестер, друзей, хобби, руки, короткие поездки, храбрость и собственные усилия. И у львов в третьем доме гороскопа управляет Венера, планета любви, красоты и творчества. Это первое указание на то, что львы очень склонны к партнерству. Но они очень склонны к партнерству именно в бизнесе в первую очередь. То есть они склонны, либо они склонны работать со своими партнерами. Венера, то есть знак зодиака Весы, который находится в третьем доме гороскопа, в доме собственных усилий, говорит о том, что вы склонны к партнерскому бизнесу, о том, что у них хобби может перерастать в работу, то, что у них могут быть рабочие командировки. У нас третий и десятый дом гороскопа связаны. Я еще отдельно буду говорить про десятый дом, но третий и десятый связаны через Венеру, потому что третьим и десятым домом гороскопа управляет Венера. У них может быть привязанность, вот опять же, к вещам, как у Стива Джобса. Да, одна и та же вещь может быть такая, даже в какой-то степени консервативность, либо просто привязанность к вещам, любовь к вещам. И, естественно, любовь к красивым вещам, к каким-то изысканным вещам. Поэтому они могут быть и коллекционерами, они могут там любить парфюм, любить украшения, все такое. Львы могут быть двух вот категорий, на мой взгляд. Те, кто очень сильно фокусируется, либо те, кто вот вообще вот консервативно к одной вещи привязался, и все. У львов, естественно, по весам привлекательны братья и сестры младшие, привлекательны друзья, может быть, друзья из какой-нибудь богемной тусовки. Друзья и братья с сестрами могут становиться компаньонами львов. Знак весов, знак партнерства. Кстати, кто-то из львов может вполне вероятно даже жениться. То есть могут быть какие-то родственные браки. Ну, служебный транспорт, служебные романы, потому что у них находится в третьем доме гороскопа, доме поездок коротких, знак зодиака Весы. То есть здесь может быть такое, что у человека в коротких поездках может в какие-то... Но тут еще третий и десятый дом гороскопа связаны, да, то есть третий дом гороскопа связанный с десятым домом показывает какие-то отлучки, поездки по работе. Это уже указание на то, что человек может, например, быть водителем. Но смысл какой? Смысл такой, что весы в третьем доме гороскопа указывают и на то, что человек может быть склонен к общению, к дипломатии в общении, к тому, чтобы договариваться. И также он может быть склонен к тому, чтобы еще и писать, и общаться в социальных сетях, заводить знакомства. У львов все три дома гороскопа связаны с коммуникациями в воздушных знаках, поэтому львы очень много могут общаться. Четвертый дом гороскопа в знаке зодиака Скорпион у львов, и он отвечает за маму, внутреннее ощущение счастья, психику, недвижимость, транспорт и место жительства. И вот у львов с мамой может быть в жизни сложнее, чем с отцом. Хотя и с отцом тоже может быть не просто. В целом вот может быть какая-то история конфликта с родителями. У львов в четвертом доме гороскопа управляет Марс.
Поэтому мама может быть спортивная или связанная с недвижимостью, спортом, физической активностью, колюще-режущими предметами, огнем, паром, оружием, то есть может быть швея, парикмахер, либо там агент по недвижимости, либо спортсмен, может быть мама работает в полиции, либо она хирург. Но поскольку знак зодиака Скорпион находится в 4-м доме гороскопа, это признак того, что мама у льва может исчезать из жизни каким-то образом, либо могут быть с ней связаны тайны, страхи. Мама может, допустим, быть какой-то скандальной, мама может быть какой-нибудь, ну, например, она может работать таким образом, что человек подолгу ее не видит. То есть с мамой у львов есть какие-то определенные трудности, и при этом 4-й дом — это дом внутреннего счастья, неудовлетворенность жизнью. Вот это вот первый признак того, что у львов может присутствовать неудовлетворенность, много страхов внутри, может быть, хотя они их, например, наружу не показывают. Очень саркастичное вот это вот внутреннее счастье у них, то есть они очень саркастичны могут быть. И по Меркурию во 2-м доме гороскопа, и по Скорпиону в 4-м доме. То есть внутреннее счастье у них в Скорпионе. И вот это вот вынашивать что-то, что-то прятать здесь есть. 4-й дом отвечает за школу, поэтому, естественно, это могут быть пропуски школы. Школа, опять же, может быть спортивная, то есть прям спортивное детство вполне вероятно у львов. Школа может быть спортивная, может быть с военным уклоном, но может быть или религиозная, или по национальному признаку, потому что 4-й дом связан с 9-м домом гороскопа. В школе может быть травля или конфликты. Но вот то, что у нас 4-м и 9-м домом гороскопа, то есть за мать и отца, в гороскопе львов отвечает одна планета. Марс, 4-й и 9-й дом гороскопа связаны. И эта планета Йога-Карака, самая сильная планета получается. И по сути, все равно йога-карака вытягивает, и наличие вот этой вот связи 4-9 дома гороскопа, это еще одно подтверждение вот этого вот благословлен Богом, Отцом и правительством, потому что 9-м домом, домом удачи, например, управляет йога-карака, но также это обещание хорошей недвижимости. Марс, планета недвижимости, самая сильная в гороскопе, поэтому это обещание хорошей недвижимости, может быть помощь родителей в приобретении недвижимости, помощь руководителя, например, начальник на работе купил квартиру, помощь президента или какого-то властного лица в приобретении земли, квартиры и так далее. Но опять же склонность не быть счастливым и всегда хотеть больше, потому что Марс раздражает и заставляет что-то делать, чего-то хотеть, сражаться и так далее. 5-й дом гороскопа в знаке зодиака Стрелец, и 5-й дом отвечает за интеллект, детей, учеников, романы, влюбленности, учебу, высшее образование и проекты. И у львов в 5-м доме гороскопа в целом управляет Юпитер, что хорошо, потому что Юпитер — это планета детей, в доме детей. Львы могут быть склонны к тому, чтобы получать первое, допустим, высшее образование, это юриспруденция, политика, философия, религия, банковское дело. Очень хорошо, да, львы очень хорошо в деньгах. Смыслят, у них в 2 домах денег стоит планета знаний, в 5-м доме обучения стоит Юпитер, который отвечает за деньги в том числе. И, в принципе, если мы говорим про образование, то есть склонность к каким-то престижным вузам. Юпитер — это планета престижа, каким-то престижным вузам, но потенциал на прерванное обучение в вузе, потому что Юпитер у нас связан с 8-м домом гороскопа. Дети у львов чаще всего мудрые, либо, может быть, намоленные, которых долго хотели. Юпитер — это показатель того, что у львов может быть много детей, как минимум 1, а то и больше. И львы могут зарабатывать на своих детях и проектах. Они также учатся быть родителями, поэтому они склонны к политике. То есть Юпитер — это планета знаний, она показывает, что для нас является нашим учителем, кто для нас является нашим учителем. И для львов Юпитер в 5-м доме гороскопа как учитель выступает. То есть дети выступают в роли нашего учителя, и мы учимся быть родителями. Это один из показателей того, что львы склонны к политике. Но у них, в принципе, 1-м домом гороскопа управляет Солнце. Солнце — это показатель политики. Политика — это быть над какой-то группой, над сценой. Я очень долго, конечно, и очень люблю этот знак с точки зрения того,
как он проявлен. Это наша уникальность, это когда мы выделяем себя в чем-то, на первое место ставим в чем-то, либо над какой-то группой людей. Но, естественно, мы должны взять ответственность за эту группу в этом месте. И с этой точки зрения львы очень учатся. Во-первых, они сами, у них 5-й знак в первом доме гороскопа, они сами учатся всю жизнь, и даже рождаются многие львы с врожденным чувством ответственности, и при этом они еще учатся этому по Юпитеру в 5-м доме гороскопа, той самой ответственности, благородству, либо умению быть на сцене, умению быть над группой, умению проявляться и так далее. Поскольку 5-й дом гороскопа связан с 8-м домом гороскопа, есть склонность к болезням сердца, и, например, это будет большое сердце, увеличенное сердце и так далее, но и склонность к тому, чтобы были временные какие-то разлуки с детьми, какие-то кризисы. 5-й и 8-й дом гороскопа, дом детей и дом кризисов связаны, поэтому тоже есть потенциал на какие-то кризисы. Но это единственное указание, других дополнительных указаний нету, поэтому это может быть разлука, сложность видеться с детьми и так далее. 6-й дом гороскопа в знаке зодиака Козерог. И 6-й дом гороскопа отвечает за враги, за долги, болезни, борьбу, служение. У львов 6-м дом гороскопа управляет Сатурн, планета труда, дисциплины, ограничений. И в дом болезней попадает знак, которым управляет планета болезней. Поэтому Сатурн дает склонность в 6-м доме гороскопа к болезням костей, то есть это ревматизмы, артриты, подагра, зажимы, грыжи, хронические болезни, кости, зубы, то есть вот все, что скрипит, все, что хрустит, все, что там, ну, то есть это может быть негибкость, например, такая вот история. Львы склонны к службе, работе в медицине, судебной и кредитной системе, работе с животными, потому что 10-й знак, знак службы в 6-м доме, доме кредитов, медицины, судов, животных. И в том числе поэтому это еще дополнительное указание, что львы могут быть осуждены, что львы склонны к преступлениям, потому что у них может быть статус, связанный с 6-м домом гороскопа. Но и долги могут делать своей работой, то есть, например, выбивать долги или брать в долг для того, чтобы развивать свою компанию, например, и так далее. Много командных спортсменов. Вот к спорту они склонны, да, мы уже это посмотрели, тут много указаний на то, что львы склонны к спорту по 2-му дому гороскопа, по 4-му дому гороскопа. И в 6-м доме гороскопа, в доме спорта у нас знак зодиака, который отвечает за работу. Поэтому львы склонны и к спортивной карьере, но по 3-му, 7-му и 11-му домам гороскопа у них есть склонность именно к партнерству. Поэтому спортсмены скорее не одиночки, а спортсмены, которые предпочитают и хорошо работают в командных видах спорта. Особенно очень много футболистов, кстати. 7-й дом гороскопа в знаке зодиака Водолей отвечает за партнерство, коллег по работе, коллег по команде. И это еще одна планета, которой управляет Сатурн. Связь 6-го и 7-го дома гороскопа еще раз подтверждает то, что львы могут быть склонны к работе в партнерстве, могут быть склонны к работе с партнерами по браку и личной жизни, но партнеры по Сатурну скорее отстраненные, могут быть старше, но в целом может быть в принципе у львов просто разница в возрасте с партнерами. Но Водолей – это водолей, поэтому партнеры больше такие же эпатажные, как сами львы, более такие неординарные, нестандартные и так далее. Разводы чаще всего через суд, то есть это может быть длительный процесс расхождения и так далее. Могут получать инвестиции, накопления, достижений через партнеров, потому что это 11-й знак, но опять же 11-й знак – знак бизнеса в доме партнерства, то есть если это бизнес, то это совместный бизнес. Если это работа, то это работа в команде. То есть львы не одиночки. Львы, как и в природе, да, живут прайдами. Вот так и знак зодиака Лев, он не одиночка, он очень командный. 8-й дом гороскопа в знаке зодиака Рыбы, он отвечает за кризисы, риски, смерть, выживаемость и чужие ресурсы. Ну и у львов 8-м дом гороскопа управляет Юпитер, поэтому, конечно, тут несколько
есть таких важных вещей, которые дает Юпитер. Во-первых, то, что он связан с 5-м домом гороскопа, домом детей, домом романов, влюбленности. Это опять говорит о том, что могут быть и какие-то кризисы, связанные с детьми, но также у львов могут быть тайные дети, тайные романы и влюбленности. Но, как правило, щедрые партнеры, то есть партнеры могут быть отстраненные, но щедрые на свой ресурс. Вот, допустим, он ведет себя таким образом, будто бы он недоступен, либо он реально там дома его нету никогда, но при этом он делится своим временем, делится своим каким-то финансовым участием и так далее. Но поскольку планета Юпитер, это планета расширения, управляет 8-м домом гороскопа, это может означать, что большое количество кризисов в жизни у львов, при этом львы на этих кризисах учатся и делают деньги, потому что Юпитер это планета финансов. Ну, либо много денег теряют, то есть если терять, то прям много, либо делают на каких-то кризисах, на каких-то тайнах, на каких-то интригах, скандалах и так далее. 9-й дом гороскопа в знаке зодиака Овен отвечает за отца, учителя, мораль и религию, высшее образование, зарубежное путешествие и отношения с властью. И 9-м домом гороскопа управляет Марс. Марс, который управляет еще и 4-м домом гороскопа. Во-первых, связан 4-й и 9-й дом, это может быть особые отношения между родителями у львов. Либо если разлука с родителями, то сразу с двумя, да, то есть родители связаны одной планетой, но это может быть очень тесная связь, очень сильная любовь, допустим, между родителями. И отец, как и мать, тоже такой, может быть, спортивный, властный, либо агрессивный, либо связан с оружием, спортом, колюще-режущими предметами, огнем, паром, риском. Такой, то есть как и мать. Сложно, то есть у львов воспитывают в таких суровых достаточно условиях, может быть, в условиях конфликтов, может быть, в условиях дисциплины. Но если говорить про образование, то образование может быть у них еще, вот это второе, да, 9-й дом это второе образование, то образование может быть техническое в области строительства и недвижимости, в том числе по Марсу, но и опять военное, колюще-режущее, опять огонь, пар, оружие, риски и так далее, и так далее. Из-за того, что Марс в 9-м доме, есть еще склонность к конфликтам с отцом, с учителем, с руководителем, с органами власти, выступать против власти. То есть львы, они еще такие достаточно революционные товарищи, они могут выступить, могут какие-то высказать свои недовольства в адрес власти. Ну и если говорить про недвижимость, то есть склонность к недвижимости за границей по Марсу в 9-м доме. 10-й дом гороскопа в знаке зодиака Телец, он отвечает за репутацию, статус, карьеру и общественную деятельность. И у львов 10-м дом гороскопа управляет Венера. Вот на самом деле, а здесь у львов все классно, потому что они могут зарабатывать на своих хобби, делать свои хобби своей профессией, склонны к бизнесу, опять есть связь 3-го, 10-го дома. У львов классный потенциал на блогерство, если на сегодняшние реалии переложить. У львов классный потенциал на то, что им могут помогать в работе друзья, братья, сестры. Но опять же, вот эта вот связь 10-го и 3-го дома говорит о том, что львы могут разъезжать по работе, работать с бумагами, работать руками. То есть почему вот эта вот склонность к партнерству и среди футболистов, например, которые работают в команде, потому что футбол это командный вид спорта, очень много вратарей. Есть связь 3-го и 10-го дома гороскопа. То есть это, например, тоже хоккеисты, да, 3-й и 10-й дом гороскопа. Но и в целом сама по себе Венера, это планета партнерства, управляет 10-м домом, это тоже еще одно подтверждение того, что львы склонны к партнерству, к командному какому-то делу, то есть их продвигают, может быть, даже другие люди. Не всегда львы сами проходят куда-то, и им нужна помощь других людей. Львы склонны к карьере в области одежды, транспорта, украшений, еды, финансов. Ну и если это спортсмены, то это командные спортсмены. Работа связана с хобби, командировками, руками. Стремятся, вот это очень важно, к высокооплачиваемой работе, стабильным и долгосрочным проектом. Телец – это показатель того, что мы любим. Телец-делец в 10-м доме, доме статуса. Львы, скорее всего,
не будут терпеть нелюбимую работу. Они будут стремиться к тому, чтобы работать там, где им нравится. И 11-й дом гороскопа в знаке зодиака Близнецы. Опять же, знак коммуникации, общения, но этот 11-й дом гороскопа связан со вторым домом, домом денег. У львов два дома денег связаны через Меркурий. И это значит, что чем больше львы общаются, налаживают связи, чем больше занимаются, допустим, самопрезентацией, рассказами, умением донести информацию, умением знакомиться, общаться, тем больше львы зарабатывают. 11-й дом у нас отвечает за старших братьев и сестер, друзей, профессиональное сообщество, награды, достижения, исполнение желаний. И Меркурий в 11-м доме гороскопа может давать просто много, допустим, братьев и сестер. Ну, естественно, это очень много общения, опять склонность опять указание на большую склонность к бизнесу, могут хорошо развивать социальные сети, если говорить про сегодняшний день, много думают и говорят о будущем, у них есть интерес к технологиям и будущему, потому что Меркурий планета знаний, 11-й дом это дом будущего. Ну и если награды, то, допустим, много мелких наград лев получает. Или это будет очень обсуждаться, когда льву вручают какую-то награду. То есть это не потенциал на какие-то крупные награды, на какие-то крупные достижения, либо это, допустим, награды, которые делятся между другими людьми. То есть вы получаете в команде какую-то награду. 12-й дом гороскопа в знаке зодиака Рак. 12-й дом отвечает за дальние поездки, потери, заключение больницы и фантазию. И у львов 12-м домом гороскопа управляет Луна. Это второй показатель на то, что у львов могут быть разлуки с мамой, и даже некоторые львы могут иметь приемную маму, либо няню, кормилицу, кого-то, кто их взращивает дополнительно. Потребность в периодическом уединении, большом количестве страхов, указание, да, у них 4-й дом, дом Луны в Скорпионе, и сама по себе Луна, Рак, находится в 12-м доме, в доме потерь. То есть у львов внутри может быть очень много страхов, поэтому они могут быть двух крайностей, либо очень яркие, эпатажные, такие, которые перебороли свой страх, либо которые вот эту вот напускную, может быть, даже в некоторых случаях показывают, веселость и так далее, либо львы, которые очень тихие, которые очень ведут такой незаметный как бы образ жизни, потому что еще Луна в 12-м доме гороскопа, в доме уединения. Ну, естественно, любят хорошо отдохнуть и склонны к благотворительности. Луна — это наша психика, а 12-й дом — это дом благотворительности, это дом Юпитера. Давайте сейчас еще посмотрим на примерах. Джессика Альба у нас такой лев с очень сильным солнцем, потому что управитель всего гороскопа в 9-м доме, вот кто благословлен дважды Отцом, Богом и правительством, потому что управитель 1-го дома в 9-м доме, доме удачи. Отец Джессики Альбы служил в ВВС США, то есть был военным, из-за чего семья часто переезжала, поэтому Джессика Альба очень много пропускала школу. Она в детстве очень сильно болела, и поэтому она практически не общалась со сверстниками в детстве, предпочитает партнеров старше нее, и у нее там был первый муж старший, она потом об этом призналась, но у нее еще Луна в 7-м доме в Водолее, то есть у нее может быть такая склонность, хотя в целом и матрица судьбы тоже говорит о том, что у человека могут быть партнеры постарше. И Джессика Альба продала первые фотографии дочери своей за $1,5 миллиона, то есть неплохо заработала, но у нее есть еще управитель 5-го дома во 2-м, то есть деньги от детей. Джессика Альба в целом такая активистка, она участвует в различных общественных движениях, защищает там права, то за акул борется, то еще за кого-то. То есть она такая очень активная, социально активная девушка. Вот, пожалуйста, пример льва, который на самом деле выглядит таким, как котенок, да, у Вуди Аллена, кстати, бровки такие вообще очень, брови такие домиком, угол глаза опущен. Вуди Аллен, вспомните про Вуди Аллена, он делает вид, что он очень скромный, он очень такой тихий, незаметный, он практически не появляется на церемониях, когда ему там вручают призы, просят там родителей, чтобы они забирали. Мать у него бухгалтер,
по Деве, отец официант и ювелир. То есть вот тоже знак зодиака Девы, знак тяжелого труда, знак кропотливого труда. В школе Вуди Аллен очень хорошо играл в бейсбол и баскетбол. Его сестра продюсирует его фильмы, то есть связь 3 и 10 дома гороскопа. Вуди Аллен работал со всеми женами своими совместно. Был исключен из института 5 и 9 дом гороскопа. И у него были громкие разводы с запретом общаться с детьми. Фрэнсис Бин Кобейн – это дочь Курта Кобейна и Кортни Лав, единственный их ребенок. Она рано, естественно, потеряла отца, и мать имела склонность к зависимостям. То есть Марс проигрался здесь и в случае матери, и в случае отца. Курт Кобейн погиб, а Кортни Лав страдала зависимостями. Поэтому, в принципе, Фрэнсис Бин очень часто жила не дома, когда мать была на реабилитации в каких-то клиниках. И это, в принципе, вот эта вот склонность по 12 дому гороскопа к какому-то отдалению от матери. Фрэнсис Бин воспитывали бабушки, дедушки очень часто. Но она художница и модель по 10 дому гороскопа в знаке зодиака Телец. И у нее есть такая история, она скрывала факт своего замужества, то есть даже скрывала факт своего романа. Потом ходили слухи, что она вышла замуж, хотя на самом деле она вышла замуж намного раньше, до того, как об этом узнали репортеры. И Милен Фармер, еще один представитель знака зодиака Лев, у нее тоже отец инженер, техническая профессия, мать секретарь тоже по Деве. Из-за работы отца несколько переездов в детстве у нее было, из-за чего Милен почти не общалась тоже со сверстниками, тоже сложная была история с одноклассниками. В детстве она занималась конным спортом, бросила институт, она скрывает всю жизнь свою личную жизнь, но у нее есть долгосрочный творческий именно союз. То есть, в принципе, в работе люди склонны к тому, чтобы союз у них был длительный какой-то, который их продвигает, который им помогает работать. То есть у нее есть долгосрочный творческий союз, по-моему, с композитором, который ей там пишет музыку и песни, благодаря чему она популярна. Поэтому львы очень любят партнериться, очень любят, либо кто-то их находит, либо они любят находить людей, которые им помогают в продвижении. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами сегодня был видеообзор матрицы судьбы знака зодиака Лев. Я надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.